Так, смотрите. По поводу седалищного, по поводу знаменитой грушевидной мышцы. Также, когда болит поясница, также, когда мы ставим иголочку здесь, чаще всего я ставлю еще и седалищный. Есть отдельно приход седалищный. У меня был парень, который застудил на рыбалке. Он пришел ко мне через, по-моему, месяцев 7, ну полгода точно было. Он спал уже как беременный на крайнем сроке, он подушками выводил ногу в определенное положение и так спал. Он был у невролога, он пролеченный, прокапанный, все до лампочки. Я ставил ему иголку в ягодичную, я тупо мышцу не мог пройти. Такое впечатление, что я упирался в дерево, и она гнулась. Я обкалывал вокруг, где просто отдавало. Просто вот... Семерка. Да, семеркой. Сразу говорю, приходит попа, берите семерку. Некоторые начинают брать там четверку, я достану, иногда да, иногда десятка нужна. Вот. Поэтому как бы, ну, мелко не надо экономить, там, многие это отдавают, там, пятеркой уколю, не достанешь, все равно, ну, минимум это должна быть семерка, минимум. Здесь можно восьмерку. Уберите этого мужчину из зала. Вот. То есть все, что касаемо, когда жалобы, боль в пояснице, прострел по ноге, прострел в ягодицу, мы кругом используем эту точку. Как мы эту точку находим? Крестец, край крестца, середина его, сустав вертел тазобедренного. Я беру, делаю вот так и середина. Здесь будет такая маленькая ямочка. Сразу вы можете ее не находить, потом вы найдете. Вот это вход наш к седалищному грушевидке. Помните анатомически, да, седалищный проход под грушевидной, мышца она маленькая, жесткая, давит на него, начинает болеть. Дальше смотрите, как мы это дело все делаем. Просто укол. Так, обходите так, чтобы было видно. Здесь все очень глубоко. Все, хорош. Очень глубоко. Да, ну можно вот без этого. Я бы сказал, что это глубокий космос. Сама подвязалась. Ну можно Смотрите. не нагнетать. Как искать точку, я вам Ни хрена пока... себе игла. Я вам пока... Да, твою саку. Катерина, ну что? Ой, нет, все, Не, нет. ну это... Можно я встану? Я передумала. Так, все, тихонько, смотрите. Да вы что? То, что я вам показал, примерно как найти точку, примерно здесь ямка, это одно. Но все равно надо будет также вокруг, кругом пройтись, пощупать. Все равно есть нюансы. Пальпировать я буду вот, я вхожу. Здесь как ощущение? Нормально. Нормально. Здесь. Нормально. Здесь. А если с этой Да стороны? ей везде будет хорошо, она не хочет Ну, такого. тут, ладно, будем считать, что вот наша точка. Теперь смотрите, я колю так, точнее пальпирую так. Так же колоть я и буду. Здесь не работает вот это движение. Здесь нужно просто взять, потом поставить, утопить тубус, насколько это возможно. Вот. Сделать прокол. И дальше я по памяти, как вот я пальпировал, я потихонечку, игла будет гнуться. Если видите, если я согнул, она уйдет туда, это будет не то. Она должна быть у меня прямой. Поэтому я беру и смещаюсь, держу прям за тело иглы. И потихонечку начинаю уходить. О, Прям по его краям. И вот она грушевид. полкилометра. Все? блин. Да. Отлично, огонь, девки. Да? Я не дам так своего сразу. Понятно? А Кате тоже семерка? Если вы не почувствовали прокола, если пациент лежал как Моргунов в фильме «Кавказская пленница», там было понятно, что, значит, нам нужно будет достать. Не-не-не-не, у меня все идеально было. Вытаскивайте к чертовой матери. Изменить направление так, чтобы игла была прямой и перезайти. Понимаете? Понятно. Дальше. Это, что касаемо, это, в принципе, самая основная точка по работе с ягодицей. Ниже уже здесь делать нечего. Где мы еще можем поработать? Мы можем поработать Места прикрепления. по крестцу. Это та же наша паравертебральная, продолжение паравертебральной нашей линии. От центральной линии палец, и вот будет вход на 1 цунь от центральной линии. И точно так же
Под 90 Под градусов. 90 под прямым углом, да, аккуратненько ставим. Здесь выходы, здесь могут поджиматься выходы корешков. Под 90 и вводим под 90 или под 90, Нет, а потом на вот четко, вот везде по отношению к резцу по 90 во всех смыслах этого слова. То есть не вот так, как мы делали, да, Да. а вот. А поставьте. Ага. Сейчас поставим. Это раз. И еще, вот у нас гребень таза, где еще есть больные точки. Это примерно вот верхняя часть ягодицы. Здесь прощупывается хорошо мышца. Все равно мы берем семерку, хотя здесь глубоко мы не колем. Вот. Но часто вот примерно вот здесь будут болезненные зоны. Это все, что касаемо боли в спине, боли в пояснице. Выглядит это таким образом. Вот я сюда, давайте без семерки обойдемся, а? Нет, давай. Да какая, я же не буду ее полностью Да погружать. какая разница? Вот я согласна на вот эти вот Не параметры. доверяешь, тебе же Я очень доверяю, мне той достаточно. две тебе. Замолчите все. Да две сразу делаем. В один тубус две. То есть здесь я нащупал, здесь прям вот пациент вам подскажет, где болит. Прям вот не ошибетесь. Чуть ниже, мне кажется. Нет, нет, это вот четко вот здесь вот мышцы перекатываются по ней. То есть как бы тут ничего сложного нет. Раз. И здесь вы пальпируете, ищете. Точно, мы кругом через пальпацию ставим. Пропальпировали. А что у меня говорит, у него болит, а у меня ничего не болит? Вот. Огонь. Вот примерно 3 точки, которые мы работаем с ягодицей. Теперь смотрите, когда человек четко говорит, что отстреливает по ноге, по седалищному, есть точки уже чисто из традиционной китайской медицины, как вспомогательные при невралгии седалищного нерва. У меня ничего не отстреливает, если честно. Ну поздно уже, ты 2 раза раздевалась. Ты 2 раза ради этого раздевалась. Не буду раздеваться. Смотрите, подъягодичная складка. Ой, Подъягодичная складка. Центр подъягодичной складки. Как ориентир, здесь будет седалищный бугор. Вот чуть-чуть я промахнулся. Вот он. Бугор седалищной кости. Под него мы уходим. Уходим вот в таком направлении. Я не буду колоть. Вот так. Семерка тоже. Это довольно-таки глубоко. То есть, когда человек говорит, что у него отстреливает в ногу, я колю эту точку, поясницу, я колю обязательно седалищный, это я могу пропустить, если нет запроса. Но я колю эту точку, я колю седалищный, я колю под ягодицу, и я колю под прямым углом середину бедра. Если он говорит, что прострел идет прям ниже колена, тогда середина подколенной ямки, и по ахиллу идешь, примерно нижняя треть, вот здесь раз, и вот такая ямочка ощущается. И сюда. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это что касаемо боль в пояснице, боль, которая отдает в ногу. А если Здесь, смотрите, вот да, мы не дублируем. Мы что дублируем? Здесь я нащупал больную точку, да? Чаще всего это та же сторона, где спазмирована квадратная мышца. Я пальпирую всегда здесь. Если здесь больно, ягодицу я уколю. Но если отдает только в правую ногу, левую я колоть не буду. Я уколю поясницу с обеих сторон, ягодицу с обеих сторон. Все, дальше в ногу я не пойду. Это мы четко идем по ходу седалищного нерва. А если отдает вот в ягодицу и большая, вот широкая фасция, когда пошла. Это может быть и вот та, сюда. та же иннервация от седалищного. Все равно по этой схеме я делаю. Да. Все равно я делаю то же самое, и чаще всего он отпускает. Там может быть проблема с копчиком. Там, ну, на самом деле, если уходить именно в неврологию, может быть очень много чего. Опять же, что касаемо, ребята, тоже вы дифференцируете, да, что вы можете, что вы не можете. Не надо стесняться отправлять человека